Внешность обманчива. Например, красивые и яркие по внешности животинки, как правило, опасны, или просто пугают. А невзрачные часто скрывают свой потенциал за серой шкуркой. Вот и наша сегодняшняя гостья пытается своим внешним видом обмануть окружающий мир. Ведь на своих сородичей она совсем не похожа. Встречайте малую лисицу. Она же короткохвостая, хищное млекопитающее семейства псовых. Прописалось это удивительное создание во влажных тропических лесах, растущих на территориях таких стран, как Бразилия, Перу, Колумбия, Эквадор и Боливия. Ее можно встретить вблизи болот, в бамбуковых зарослях, но всегда вдали от человеческого жилья. Людей эта лисица не любит, в отличие от нашей рыжей Патрикеевны, и правильно делает. Поэтому в тех местах, где густой лес граничит с саванной, хищник появляется очень редко, чтобы ненароком не столкнуться с человеком. Как я уже сказала, внешность короткоухой лисицы весьма отличается от ее родственников. Хищница эта приземистая, с короткими лапами и крепким коренастым телом. Морда лисоподобная, но уши короткие и округлые. Движения легкие, быстрые, не лишенные изящества. Этим малая лисица больше похожа на кошек и отличается от своих собратьев. Лапы частично перепончатые, что указывает на полуводный образ жизни. Общая длина туловища и хвоста составляет около метра. При этом хвост достигает в длину 35 сантиметров. Высота в холке доходит тоже до 35. Масса тела равна около 10 килограммов. Самцы по своим размерам несколько уступают самкам. Мех короткий, густой и щетинистый, совсем не похожий на типично лисий. Поскольку наша короткоухая гостья типичная социопатка, ее жизнь и поведение изучены достаточно плохо. Наблюдения осуществлялись лишь в неволе. Было установлено, что самцы, хотя и имеют меньшие размеры, но доминируют над самками. Малые лисицы выделяют секрет из анальных желез, создавая сильный мускусный запах. К тому же они прекрасные пловцы, активные в любое время дня и ночи, ведут одиночный образ жизни и пары создают исключительно в период размножения. В меню короткоухой красотки входят рыба, птицы, мелкие грызуны, лягушки, крабы, рептилии и насекомые. Поедаются также плоды отдельных деревьев. Растительная пища составляет до 10% рациона. В целом они практически всеядны, как и многие псовые. Когда, как и почему малые лисицы хотят любви, доподлинно неизвестно. Однако изученные в неволе особи все-таки дают возможность сделать некоторые выводы. Например, то, что потомство у них небольшое, и на свет появляется всего около 2-4 лисят, что говорит о низкой репродуктивности вида. Продолжительность жизни в дикой природе тоже доподлинно неизвестна. В неволе малая лисица живет мало, иногда не более года. Но 2 особи дожили до 9 и 11 лет. Те аборигены, которые видели малую лисицу, утверждали, что они не сбиваются в стаи и ведут себя по отношению к человеку неагрессивно. Пойманные представители вида вели себя в непривычных условиях точно наоборот, агрессивно и пугливо, пытались укусить приближающегося человека и рычали. Позже поведение менялось, становилось мягким, что свидетельствует о возможности приручения малой лисицы. По приблизительным оценкам, численность популяции короткоухих лисичек составляет всего около 15 тысяч особей. Очень мало для той территории Южной Америки, на которой малые лисицы живут. В соответствии с красным списком данный вид имеет статус находящийся под угрозой исчезновения. Основными угрозами являются потери естественной среды обитания и болезни, передаваемые собаками. Это в первую очередь собачья чума и бешенство. В Бразилии и Колумбии данный вид охраняется законом.
В то же время не предпринимается никаких усилий для увеличения численности популяции. В настоящее время ни одна малая лисица не содержится в неволе, хотя раньше эти звери жили в зоопарках. И все же определенные шаги по сохранению вида предпринимаются. Например, власти Перу обеспечивают прививками всех домашних собак, живущих в диапазоне обитания малых лисиц. Также выделяются средства на исследование этих животных. А как вы думаете, на кого больше похожа малая лисица? Пишите в комментах. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!